Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать стильный теплый джемпер с рукавами реглан. Такие широкие рукава у нас, я бы так сказал, модный молодежный вариант. Отличительная его особенность — высокая планка по вырезу горловины. Да, это очень хорошо видно вот здесь. Связан он из пряжи средней толщины, красивыми такими рельефными узорами. И рукава связаны жемчужной резинкой. Да? То есть другой еще узор у нас используется. Здесь два узора. Спинка перед вяжется рельефным узором с косами, а рукава, вот эти широкие рукава реглан, вяжутся жемчужной резинкой. И я сегодня с вами свяжу и этот узор, и жемчужную резинку покажу, как делать. И сделаем мы с вами расчеты. Сейчас давайте полистаем нашу красоту. Давайте приблизим ее достаточно хорошо, чтобы вы разглядели узор. Высокая планка, да, отличительная особенность. Размеры с 42 по 48 сегодня у нас будет участвовать. Вот здесь очень хорошо видна жемчужная резинка по рукавчику. Вот. Ну, в принципе, все будет у вас в сегодняшнем описании, девочки. Дальше листаю. Ну, видите, как молодежь сейчас у нас красиво все делает, стоит, позы какие. Да. Вот такая вот моднючая вещь. Очень широкий рукавчик у нас. В принципе, я его делаю обычным таким, ну, средней ширины, я бы так сказала, в своем описании. В этот момент обязательно определите для себя, какой вы хотите ширину рукава видеть. Вот здесь очень хорошо видно, как узор. В принципе, все фотографии очень однотипные. Приближай, не приближай. Узор здесь вот виден. Хорошо очень. Классно можно разглядеть, да? Итак, схема есть у нас с вами. Еще раз приближаю. Здесь вот самая четкая фотография. Видите, рукавчик, все видно. Ну и, в общем-то, это последняя фоточка. Тоже вам ее приближаю. Все здесь хорошо видно. Оформление выреза горловины можно, конечно, сделать по-своему. То есть обычный можно вырез с небольшой планкой сделать, то есть там на 3 сантиметра, например, высоту. Да? Можно вот здесь как свитер. Это уже, конечно, на ваше усмотрение, девочки. Итак, сейчас я покажу вам выбор пряжи. И далее у нас будет разбор схемы вязания. Вяжем образец узора. Составляем описание на много размеров. Ну, вот на эти 42 по 48. И, в общем-то, на этом и будет еще текстовое описание составляться, которое я выкладываю под видео. То есть там будет инструкция по вязанию этого джемпера. Тем, кому интересна модель, остаемся на канале, смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого свитера я выбрала пряжу Yarn Art Super Merino. Турецкая пряжа. 100 грамм у нас 280 метров. Составит 25% шерсть. Остальное акрил. Цвет у нас 6574. И вот здесь вот все написано. Турецкая пряжа. Спицы будем использовать 4. Вот так выглядит наш узор. Здесь связаны 2 раппорта в высоту. Вот такие интересные, красивые у нас получаются фигуры рельефные, да, я бы так сказала. Жемчужная резиночка
отличается от основного узора своей плотностью. Я ее тоже вам показала немножко. Вот так она смотрится на лицо, на самом деле. Просто я начала вязать ее с лица. Вот, так что рукава у нас связаны вот этой резиночкой жемчужной, а сам узор основной, спинкой перед, вяжется вот этими замечательными рельефными мотивами. Итак, девочки, сейчас смотрим схему и, в общем-то, дальнейшие расчеты делаем. Схему узора для данного модели я нашла на просторах интернета. 26 петель у нас содержит ширина мотива и 24 ряда высота мотива. Вот, в принципе. Вот таким образом. Описание здесь, горизонтальная черточка — это изнаночная петля, пустой квадратик — это лицевая петля. И вот эти вот знаки — это перекрещивание 6 петель налево везде. Ну и вот эти вот тоже — это перекрещивание 4 петель налево и направо, соответственно. Но мы с вами будем вязать этот узор, пусть он неопытных не пугает. В принципе, там все понятно, доступно. Я буду показывать, стараться не быстро вязать. Так, дальше выкройка у нас есть. Вот такая выкройка. Эту выкройку я взяла из модели похожей. Здесь нет кое-каких размеров. Все размеры появятся после того, как мы свяжем образец, рассчитаем плотность вязания, и я начну вам расчетную часть. Там я расскажу про размеры, какие используем ширину, высоту и попетельное распределение. Так, ну и то, что у нас обычно всегда бывает, описание под видео я выкладываю. Сейчас я его открою. Вот такое описание. Давайте его побольше сделаем. Вот такое описание. 42, 44, 46, 48. Два размера рассматриваем. Все это вы и так почитаете под видео. Я читать не стану. Все у нас сшивное. То есть у нас с вами отдельно спинка, перед вяжутся одинаково. Вот вообще одинаково. Вы видели выкройку, да? Рукава тоже два одинаковых. Широкие такие довольно-таки. И потом все сшивается. Рукавчики вшиваются, плечи, боковые стороны, все сшивается. Все вяжется отдельно. То есть это не круговое вязание, если кому непонятно. И мы не используем вообще круговые спицы, только для обвязки выреза горловины, и все. Итак, приступаем к вязанию образца. Для вязания образца набираем 28 петель. Вяжем первый ряд узора. Начинаем. Первую кромочную снимаем, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 лицевые. 1, 2, 3. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 лицевые. Все, раппорт связан, кромочную вяжем изнаночной. Все четные ряды, которые являются у нас изнаночными, вяжем, как смотрят петли. Третий ряд вяжем 3 изнаночные, нет, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Теперь 6 петель будем перекрещивать налево. Для этого 6 петелечек снимаем на правую спицу. Первые 3 перед работой снимать можно на дополнительную спицу, если так не умеете. Высвобождаем те, которые за работой, вот они у нас, и аккуратно их переснимаем снова на левую спицу. Вот сюда одеваем. Все, перекрестили 6 петель налево.
Все 6 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 лицевые. 1, 2, 3. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочная, изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Перекрещиваем. Сейчас 4 петли направо. Надо поменять вот эту изнаночную и вот эти 3 лицевые. Причем изнаночная будет за работой, 3 лицевые перед работой. Перекрещиваем направо 4 петли. Изнаночная у нас за работой остается. Высвобождаем петельки, которые будут перед работой, эти 3. И с помощью правой спицы возвращаем их налево. Видите, мы их поменяли местами. И вяжем 3 лицевые, изнаночную. Затем меняем следующие 4 петли. Перекрещиваем также 4 петли, только наоборот, налево. Первые 3 перед работой, изнаночная за работой. Вот она. Мы ее сзади, будет она у нас первой. И мы вяжем как изнаночная, 3 лицевые. Поменяли местами, да? Дальше вяжем 3 изнаночные. И сейчас будем 4 петли перекрещивать налево. Меняем также их местами. Первые 3 перед работой, они у нас лицевые, изнаночные за работой. Поменяли местами, провязали первую изнаночной, затем 3 лицевые. 1, 2, 3. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрещиваем направо. 4 петли снимаем на правую спицу. У нас первая петля изнаночная будет за работой, следующие 3 петли перед работой. Все поменяли местами, провязали как 3 лицевые, изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Итак, связали этот ряд, 5-й, да? Переворачиваем вязание и 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд. Вяжем первые 2 изнаночные. Затем 4 петли перекрещиваем направо. Меняем местами, мы уже это делали. Первые 3 перед работой, вернее первые за работой, а следующие 3 перед работой. Поменяли местами, провязали 3 лицевые, изнаночные за работой. Затем вяжем 2 изнаночные и перекрещиваем 4 петли налево. Также первые 3 у нас перед работой, изнаночные за работой. Меняем их вот так местами. Изнаночную вяжем изнаночной, она у нас первая оказывается. Затем 3 лицевые. Вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Перекрещиваем 4 петли налево. Первые 3 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли их местами, провязали изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем идут 2 изнаночные. И снова 4 петли перекрещиваем направо. 4 петли снимаем на правую спицу. Первая петля за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли местами и провязали 3 лицевые, изнаночная и еще одна изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Связали 7-й ряд. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд.
Как видите, у нас здесь все очень логично. Эти расширяются, 3 петли, смещением на одну петлю, да, в сторону, а это сужается часть. Это расширяется, это сужается. Видите? Потом будет наоборот. Итак, в 9 ряду вяжем. Первая у нас идет петелька изнаночная. Затем 4 петли перекрещиваем направо. Меняем местами изнаночную за работой. Следующие 3 лицевые перед работой. Очень все логично, да? И вяжем первые 3 лицевыми петельками, а изнаночную изнаночной петелькой. Затем вяжем 1, 2, 3, 4 изнаночные петли. И следующие 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли, первые 3 перед работой, изнаночная за работой, поменяли их местами, провязали изнаночная, 3 лицевые. Затем вяжем 3 изнаночные. Здесь будет перекрещивание 4 петель налево. 4 петли меняем местами. Первые 3 перед работой, изнаночная за работой. Поменяли местами, провязали изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. И следующие 4 петли перекрещиваем направо. Также меняем местами изнаночную и 3 лицевые. Первая изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой. Поменяли, перекрестили и провязали как 3 лицевые, изнаночные. Осталось в раппорте 2 изнаночные и кромочные тоже изнаночные. 10 ряд будем вязать, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд. Первая изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3. Затем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять 3 лицевые. 1, 2, 3, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Осталось 6 петель. Будем сейчас перекрещивать с вами налево. 6 петель снимаем на правую спицу и меняем 3 на 3. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Видите, я их высвобождаю, аккуратно переснимаю. С помощью правой спицы размещаю налево. Видите, поменяли их местами. Крест-накрест. Все 6 вяжем лицевыми. В раппорте осталось 3 изнаночные. 1, 2, 3. Кромочные тоже изнаночные. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 13 ряд. Он у нас самый легкий. Здесь вообще нет никаких перекрещиваний. Вяжем петли, как они на нас смотрят. Вяжем. Первая идет изнаночная. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И осталось в раппорте 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали. Кромочная у нас идет изнаночная. И переворачиваем 14 ряд, вяжем, как смотрят петли. 15 ряд. Вяжем. Первая петля изнаночная. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 лицевые. 1, 2, 3. 4 изнаночные. 1, 2,
3, 4. Перекрещиваем снова 6 петель налево, так же как мы уже делали. Снимаем 6 петель на правую спицу, первые 3 перед работой, следующие 3 за работой, аккуратно их с помощью правой спицы возвращаем сзади на левую. Вот таким образом перекрестили и вяжем как 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Дальше осталось еще 3 изнаночные. Раппорт связан, кромочная тоже изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд вяжем. Петельки меняем местами. Сейчас будем смотреть, первая петля у нас изнаночная вяжется, а 4 петли будем перекрещивать налево. Первые 3 петли у нас перед работой, то есть снимаем 4 петли на правую спицу, первые 3 перед работой, а одну изнаночную за работой оставили. И ее, эту изнаночную, вот так за работой возвращаем на левую спицу. И вяжем изнаночная, 3 лицевые. 1, 2, 3. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 4 петли следующих перекрещиваем направо. Также меняем изнаночную, 3 лицевые. Сняли на правую спицу 4 петли изнаночные за работой, 3 лицевые перед работой, поменяли местами, провязали 3 лицевые, изнаночная. Далее 3 изнаночные вяжем. 1, 2, 3. И снова 4 петли перекрещиваем направо. Снимаем 4 петли на правую спицу, изнаночные за работой, 3 лицевые перед работой. И все вот так 3 лицевые вяжем лицевыми петлями, изнаночную вяжем изнаночной петлей. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. 3 перед работой снова, изнаночная за работой. Поменяли местами. Изнаночную вяжем изнаночной, 3 лицевые вяжем как 3 лицевые. Осталось 2 изнаночные. Раппорт связан, кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 19 ряд. Сейчас у нас будут первые 2 изнаночные. 1, 2. Затем по логике вещей опять 4 петли перекрещиваем налево. 4 петли сняли на правую спицу, 3 перед работой, 4 за работой и вяжем изнаночные, 3 лицевые. Затем у нас идут 2 изнаночные, перекрещиваем 4 петли направо. У нас первая изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой, вяжем 3 лицевые, изнаночные. Затем у нас идут с вами 3 изнаночные. 1, 2, 3. Перекрещиваем следующие 4 петли, также местами меняем направо. Первая изнаночная за работой, 3 лицевые перед работой, поменяли местами, вяжем 3 лицевые, изнаночная. Здесь у нас 2 изнаночные идут. Меняем 4 петли налево, перекрещиваем, 3 перед работой, 4 за работой, поменяли местами, провязали первую изнаночную, следующие 3 лицевые. Осталась 1 изнаночная в раппорте и кромочные тоже изнаночные. 20 ряд будем вязать, как смотрят петли. 21 ряд вяжем. Первые 3 изнаночные. 1, 2, 3. Перекрещиваем следующие 4 петли налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 3 перед работой, изнаночные за работой. Поменяли их, перекрестили. И вяжем изнаночную, изнаночной, 3 лицевые, как 3 лицевые.
Следующие 4 петли перекрещиваем направо, также их меняем местами. Изнаночные за работой, 3 лицевые перед работой. И вяжем 3 лицевые, изнаночные. Осталось 3 изнаночные. 1, 2, 3. И меняем местами 4 следующие петли направо, перекрещиваем. Сняли 4 петли изнаночные за работой, 3 лицевые перед работой. Вяжем 3 лицевые, изнаночные. Здесь 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Меняем местами изнаночную, 3 лицевые. 3 лицевые перед работой, изнаночные за работой. Провязали изнаночные, 3 лицевые. 1, 2, 3. Осталось кромочная, изнаночная. И переворачиваем вязание на 22 ряд. Вяжем, как смотрят петли. 23 ряд у нас с вами. Сейчас этот ряд является последним лицевым рядом в раппорте. Вяжем первые 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем 6 петель перекрещиваем налево. 6 петелечек снимаем на правую спицу и меняем 3 на 3. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Аккуратненько их возвращаем за работой на левую спицу. Вот, поменяли местами, да, перекрестили. Все 6 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идут с вами 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующие петельки 3 лицевые идут. 1, 2, 3, 6 лицевых, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в раппорте осталось 3 лицевые. Вяжем 1, 2, 3 лицевые. Связали раппорт. Кромочные тоже изнаночные у нас. Переворачиваем на 24 ряд, вяжем, как смотрят петли. И у нас с вами на этом раппорт заканчивается. И все начинается с первого ряда. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и рассчитать плотность вязания. Итак, у нас влажная тепловая обработка. Горячим паром обдаем наш образец и тянем его в разные стороны во влажном состоянии. Оставляем сохнуть. Итак, девочки, измеряем плотность нашу. Прикладываем линеечку в любом месте. Получается вот 13 сантиметров. 13 сантиметров, 28 петель. 28 петель участвует в узоре. Разделить на 13 сантиметров. Вот такая плотность. 2,15. Так и запишем. Следующий момент. Вертикальная плотность. Теперь измеряем вертикальную плотность, определяем. Измеряем высоту образца. Прикладываем линеечку и смотрим. 20 сантиметров высота. 20 сантиметров. И у нас здесь 47 рядов. Один ряд я не связала. Так, и мы 47 разделим на 20 сантиметров. Вот такая циферка. 2,35 получается. Теперь с этими цифрами обращаемся к нашей выкройке. Будем составлять описание. Следующий момент, девочки. У нас с вами жемчужной резинкой связаны рукава. То есть очень красивые, пышно связаны рукава. Это полупатентная резинка.
жемчужная, я показываю, как ее вязать. Раппорт узора 2 петли и 2 ряда всего. Первый ряд нашей резинки. Смотрите, делаете накид, петлю снимаете, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаете, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаете, не провязывая, лицевая. Накид, и так до конца ряда. И кромочная, изнаночная. Второй ряд вяжем. Первая петля изнаночная. Там, где накид снимали, не провязывая, лицевая. Все вместе с накидом вяжется. Опять изнаночная. Петлю не провязанную с накидом провязываем лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вяжем свободно. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца вяжем, 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 вяжем. У нас будет другая плотность у этого узора. И по вертикали, и по горизонтали. Все. Вот у нас что получается на лицо. Вот такая вот резинка. Видите, уже 4 раза связали, уже все видно, да? Вот. И плотность у нее значительно больше, чем у нас вот у нашего вот этого узора. А это вот с изнанки она так смотрится. Не совсем красиво. С лица она намного интереснее, так кудрями. Будем с вами использовать вот такую выкройку. Значит, размерчик у меня получается 42, 44, 46, 48. Если вы хотите побольше, девочки, сделать размер, то самостоятельно. Здесь вот в этой модели вот такой вот молодежный вариант у меня идет для худеньких. Значит, для первого размера набираем резинку 90 петель, второй 100 петель. И в последнем изнаночном ряду планки резиночкой 1 на 1 вяжем, прибавляем по 16 петель. И переходим на вязание узора. Узор располагаем по спинке перед одинаково. 4 раппорта для первого размера по 26 петель. Ну, соответственно, кромочные. В сумме это 106 петель. Для второго размера 116 петель. Добавляем к этому расположению 5 изнаночных справа и 5 изнаночных слева. Так, у нас с вами все вяжется отдельно. То есть перед, спинка и 2 рукавчика. Потом все сшивается. Такой расклад у нас с вами. Вяжем, вяжем, вяжем. Длину изделия я сделала 60 и 61 сантиметр, значит, на наши 2 размера. И смотрите, самый интересный момент – это скос, регланный скос. Регланный скос при плотности в 1 сантиметре 2,35 мы с вами определяли узора, мы вязали узор. Значит, получается 21 на 5 умножаем на вертикальную плотность, и это будет 50 рядов, сам высота скоса, и 56 рядов второй размер. Нам необходимо будет прибавить в каждом втором ряду по 1 петле, убавить, то есть убавить по 1 петле 25 раз и 28 раз. С 2 сторон одновременно. И все, что остается, мы просто закрываем. Первый размер 50 петель, второй размер 54 петли. Это у нас вырез горловины переда и спинки. Так формируется. Теперь идем к рукаву. Рукав вяжется жемчужной резинкой. У него другая плотность. В 1 сантиметре я посчитала плотность. Получается по горизонтали 1,7 петель, а по вертикали 2,6 ряда в 1 сантиметре. Поэтому здесь будет другой попетельный расклад. Набираем на резинку на оба размера 54 петли. Связали планку, далее прибавляем
для первого размера 10 петель в последнем изнаночном ряду резинки, и для второго 12 петель. И получается 64-66 петель, то есть у нас здесь будет пышненько после манжеты. Вот, и вяжем жемчужной резинкой высоту. Никакого скоса здесь не нужно будет. То есть мы уже прибавили в самом начале, да, и вяжем просто полотно вверх на высоту 106 рядов, то есть 41 сантиметр, умножаем на плотность 2,6, и у меня получилось 106 рядов вяжем. Вообще все вот эти мерки, они, конечно, индивидуальные. Это берется на усредненный размер, то есть средний рост. Пожалуйста, девочки, вот эту мерочки, особенно у рукавчика, ну хотя здесь-то мы определяем, это тоже средний рост, а рост у нас у всех разный, у кого-то высокий, у кого-то не очень, да, то есть эта мерка тоже должна быть индивидуальная. Она измеряется вот здесь. То есть вот этот показатель у меня для первого размера 32,5, для второго 31 сантиметр. Пожалуйста, девочки, эту мерочку под себя измените по своему желанию. Так, и дальше у нас, значит, вяжется еще тоже. Да, вот связали на высоту 106 рядов. И здесь у нас идет тоже регланный скос. Смотрите, как здесь получается. Значит, здесь у нас получается плотность другая, поэтому здесь получается 56 рядов. Получается, а здесь для второго размера 62 ряда. Мы те же мерки оставили, 21,5 и 24, только умножили на плотность по вертикали 2,6. Я говорила, да, здесь было 2,35, а здесь 2,6. И получается, что нам надо будет в каждом втором ряду убавить 25 раз. И останется 7 петель через 56 рядов, которые мы одним разом закроем. Во втором размере, значит, также будет в каждом втором ряду убавки 25 раз по одной петле. И останется 8 петель вот здесь. Высота здесь, видите, разная. Здесь у нас получается 56 рядов, здесь 62 ряда. Поэтому получается, что здесь, чтобы связать, убавки делаются в каждом втором ряду, а во втором случае для второго размера убавки будут делаться в каждом втором и третьем ряду. Чередуем. Первую убавку сделали во втором ряду, следующую в третьем, во втором, в третьем. И тоже 25 раз по одной петле убавим. Понятно, в чем различие между размерами. Так, ну, в общем-то, все, наверное, на этом. Все мерочки, которые у вас есть по вертикали, переводите в ряды, вяжите рядами, девочки, пожалуйста, руководствуйтесь. А так, в принципе, изделие это очень простой вариант вязания, в принципе, ничего сложного нет. Описание я располагаю под видео. Думаю, что все у вас, девочки, получится. Все. Читайте объяснение, инструкцию под видео. До новых встреч, и я желаю вам удачи.